Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 марта. Давайте узнаем подсказки карт и каковы события ближайшего будущего. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. И я оставила как ссылку в сообществе последняя статья «Преломление реальности». И это очень актуально, на мой взгляд, поскольку у нас со 2 марта ретроградная Венера. И какие это будут энергии, как это переложить на то, что вы хотите осуществить. Какие энергии будут господствовать отчасти над нами, я предлагаю прочитать. Или вы можете через описание в канале, там тоже есть ссылка на мой сайт, вы можете и через меню найти, так и на главной странице. Поскольку этот период, как и весь март, так и до середины, до 13 апреля ретроградная Венера. А Венера – это символ того, что нам нравится. Это где-то и любовь, но это еще и вопросы денег. Будут, знаете, такие энергии на нас оказывать влияние, когда нам может что-то не нравиться, мы можем начать что-то анализировать, да, или как искаженное восприятие может быть, потому что, опять же, ретро-Венера как притормаживается, или вот этот оптический эффект, оптическая иллюзия, хоть и говорят, ретроградность Венеры, извините, все планеты в ретроградности, они не уходят вспять, они как двигались, так и движутся, это нам так кажется, с точки нашего восприятия, но тем не менее человечество подметило, что когда существует это, пусть иллюзия, но на нас, людей, она каким-то образом влияет. Ладно, идем дальше, и мы достаем на нашей колоде Ленорман 4 карты события ближайшего будущего. Каковы события ближайшего времени? А после, я немножко видоизменила, мы достанем, к чему все идет. Так вот, пока сами по себе события. И Ленорман чаще про события и говорит. События ближайших дней. А теперь мы рассмотрим 4 события основные, да, 10 дней. По первой карте. К чему это идет? Что вам следует учесть или знать? Или каким образом это может быть продолжено? Что вас ждет, может быть, да, в зависимости от вашего или выбора, или конкретного события, к чему это, да, в конечном итоге, к какому итогу вас подводит. Достанем карту неожиданности. По основным сферам жизни это ваши достижения, дела, работа, бизнес и деньги. Энергетику посмотрим, что на личную жизнь и карта совет. Давайте будем узнавать, что же там за события, развилка. Выбор нужно делать. У вас как будто прежний этап жизни, он уже завершился. Вот представьте, что вы шли, и вы приходите вот к такому столбу, да, буквально, или приходите к такому пункту, когда развилка вам направо и налево, и вы точно знаете, все, прежняя дорога, она как закрылась за вами, вы назад не пойдете, и прямо, когда нет выбора, да, когда все упрощенно и понятно, такого тоже нет, приходится выбирать, вам направо или налево. Соответствует эта карта бубнам, и для кого-то из вас это выбор по части работы, может быть денег, но выбор делать придется. Давайте посмотрим вторую карту. Ну вот, наверное, очень символично. Почему? Потому что направо и налево одновременно не прошагаешь никак. И если выбрали направо, значит налево мы сказали нет. И это будет сразу и прощание. От вашего выбора, как будто вот вас настраивают. Вам выбор нужно сделать, но тут чему или кому вы скажете нет. Это будет завершение какого-то прежнего этапа жизни или, может быть, вашего несогласия с кем-то или с чем-либо. У вас 2 карты бубны, и это где-то деньги. Поэтому некоторая такая, как перерокировка, куда вы будете вкладываться. Может быть, по части собственных инвестиций или каких-то ваших планов, таких очень далеко играющих. В плане, может быть, вы хотите длительную инвестицию в какой-то проект осуществить, у кого-то это недвижимость или реальность какая-то. Вот сейчас, на данный момент она присутствует, и она вас заставляет принимать тоже отчасти правильное решение, потому что
Мы с вами люди. И если уж нам с вами довелось прожить в эпоху перемен, важно держать руку на пульсе, потому что от внешних событий будет зависеть и не только ваш выбор, а в конечном итоге ваш выбор будет оказывать влияние на финансы. Но и может быть это как у кого-то банально. Вы развиваете какое-то второе направление в плане личного творчества, или вы что-то изучаете и готовитесь к тому, что как дополнительный доход вы хотите добавить, тогда я могу сказать, что вполне вероятно то, что вы как дополнительным доходом будете добавлять, выйдет по последующим на первый план или будет приносить вам основной доход, и словно поменяются местами ваши способы заработка. Тут разные могут быть конфигурации, у каждого по-своему, но карты в основном две, выбор раз, ну и, безусловно, какое-то завершение два, как событие. И не просто нужно что-то завершить, а еще и очиститься от мусора, как бы вымести этот мусор из своей жизни или буквально ссор из избы. Может быть, вы решаете вопросы по части вашего места проживания. Ну, кто-то и банально может делать ремонт. Когда аркан метла, такое тоже я могу предположить. Потому что мы хотим поменять пространство, и это волшебным образом меняет нашу жизнь. Мы меняем пространство, оно в последующем меняет нас. Даже достаточно выбросить хлам из дома, решиться на то, что, ну, вот так вот оглянувшись, понять, что елки-палки, сколько же у меня всего тут накопилось. Я думаю, что, ну, едва ли не каждый может такую чистку провести, когда ты, вот вроде бы у тебя какие-то вещи, тебе все время кажется, а нет, сохраню, может быть, потом мне пригодится, а потом в какой-то вот это потом наступает, и в какой-то пункт ты понимаешь, что ну, елки-палки, ну это ж надо было столько всего накопить. И ты героически начинаешь это все выбрасывать. И после этого, это знаете как, это волшебно действует. Мы обновление чувствуем. Ничего мы так не чувствуем, как после того, когда мы избавились от вот этого мусора. И что-то подобное может проиграться, как, знаете, избавиться от ментального мусора, от ненужных мыслей, мои дорогие. Поэтому быть реалистом нужно. Вот есть то, что не имеет значения в вашей жизни. И пора это провожать и вычищать свое пространство. Выбор, отказ, чистка. Вот в 3 словах все карты. И дружба, где-то и любовь. У кого-то, кстати, по ретро-Венере могут вернуться люди из прошлого. Вы сами тоже можете попытаться кого-то возвращать. Но понятно, это когда есть взаимный энергетический обмен. Что я имею в виду? Когда не только вы этого хотите, но и тот человек, второй, да, тоже этого хочет. Потому что, или, знаете, как желает. Если мы только мы именно хотим вернуть какие-то отношения, а у человека там уже другая какая-то история. Ну, будем реалистами, ведь это не получится. Ну, может быть, какие-то вопросы остались, тогда мы можем установить такие дружеские отношения, и даже вместо прежней ссоры или недоговоренности, недосказанности здесь могут вернуться, опять же, отношения в каком-то контексте определенном. Но больше эта карта будет говорить о том, что человек есть тот, который буквально преданный. Все же собака о надежной дружбе. Но для кого-то эта дружба, возможно, перейдет на новый уровень отношений. Может быть, это и просто как ключевое партнерство по бизнесу или добрые контакты по месту вашей работы. Но у кого-то это может быть и через личную жизнь. Не рассказывают все 4 карты о конкретной сфере жизни, но что-то очень важное в эти 10 дней может происходить, потому что вы с чем-то определяетесь. Давайте посмотрим. Но кто-то определяется, это факт. С личной жизнью, карта любви, карта влюбленных, взаимопонимания, эмпатии, радости, когда понимают друг друга без слов. Но, может быть, завершить прежнюю историю для этого нужно. А тогда на пороге будет совершенно другая история любви. Кто-то же может никак не выйти, да? День сурка, я называю по этой карте 4 мечей. Когда ничего не происходит. Когда, может быть, мы настолько разочарованы в людях, или прежние отношения были настолько разрушительны, что мы теперь уже ничего не хотим. Но пока мы не закончим вот этот период сами,
помимо нашего желания никто это не закончит. Вам самим нужно опять же с чем-то определяться. Завершаем мы этот день сурка, и тогда вот уже новое что-то приходит, как новые отношения. Или, может быть, прежде вы не договорились со своим партнером, или из-за мелочей, из-за какой-то глупости, из-за недосказанности поссорились, то тогда вы можете помириться, кстати. Или мы, как вот этот сурок, обратно в норку нырнем и скажем: нет, я еще подожду. Выбор делаете вы, мои дорогие скорпионы. Что же по аркану гроб? Ну вот что-то завершается, и выбор правильного направления. Ух ты, смотрите. Вот как только вы чему-то говорите «нет», в вашей жизни больше понимания, более с правильной ноги ваша жизнь начинается. Два туза. Туз чаш и туз мечей. Выход из лабиринта. Время важных решений, время мудрых решений. Да, опять же, меч, он один, он обоюдоострый, обратите внимание. Как будто то, что справа, слева, оно отметается. Вот есть какая-то центральная мысль или идея, то, что вы хотите достичь. И будьте верны самим себе. Оставайтесь верны собственным решениям. Или, знаете, может быть, это и сложный выбор, потому что вы понимаете, вот я сейчас что-то выбираю, а как раз потом я не могу вот так вот в две стороны. Мне придется продолжать какую-то концепцию, которую я сейчас принимаю. И тогда есть такая поговорка: подумав, решайся, а решившись, не думай. То есть, когда ты решился, ты уже сам себе сумятицу какую-то в жизнь не вноси. И тогда и больше возможностей, больше радости, качество жизни иное. Но опять же, это все зависит от вашего важного решения. Может быть, я такое допускаю, для кого-то из вас это может быть важное известие, которое вам помогает с чем-то определиться. У каждого по-своему. Но кто-то из вас, это вы будете как раз инициатором этого важного решения. Но у вас тогда есть возможность, опять же, быть услышанным. Давайте посмотрим, что же вот эта метла. Но тут у каждого по-своему. У кого-то конкретно, может быть, как вы искали выход, и вы его находите по 8 чаш. Да, я не исключаю, у кого-то точка в отношениях и расставания. И отнюдь наша девушка показана, ну, не тогда, когда она плачущая или она расстроена. Скорее всего, она тут где-то злая даже, можно сказать. Словно сжимая этот платочек, она говорит: вот пошел, и вот и до свидания, и иди как будто побыстрее. Твоим уходом я делаю выбор. Вот такой момент может быть. Но для кого-то из вас, может быть, и правда, есть такое значение, вот как по 7 жезлов, обратите внимание. Люди спасают свое, вокруг наводнения, и вот они спасают свое добро. И кто-то придет к выводу, что нет, я выбираю себя. Я буду свои какие-то приоритеты спасать буквально, может быть и так. Меня люди смотрят из разных стран, и какое-то очень важное решение вы будете принимать, но тогда вам от этого решения сразу будет легче. А для кого-то из вас, кто знает, это может быть тот человек, я такое вполне вероятно, даже с учетом аркана метла, когда прежние отношения возвращаются в вашу жизнь с новым пониманием. И тогда отчасти нужно вымести тоже ссор из избы, проговорить что-то откровенно и потом уже не вспоминать. Но, наверное, степень возвращения или сама по себе возможность определяет каждый. Но я могу допустить, что с учетом ретроградной Венеры есть те люди, которые как раз могут вернуться в вашу жизнь или которых вы можете пытаться вернуть. Но уже насколько у вас это получится, мне сказать сложно, кому это интересно. Здесь 50 на 50. Опять же, тоже есть элемент выбора. Но тогда не пытаться заново какой-то сложный разговор возобновить, потому что мы вряд ли тут себе подобными беседами что-то сделаем хорошо. Есть риск все равно поссориться заново, кстати. Тогда будьте более такими мудрыми, мои дорогие. Если что-то, как важный выбор одновременно, или какой-то выход из создавшегося положения вам именно нужно найти и с кем-то правильно провзаимодействовать, но тогда две карты не говорят, что мы именно настаиваем на своем. Или кого-то пытаемся как в нашу веру обернуть. Или, ну, чтобы через доказательства человек что-то понял. Нет,
Тут, скорее всего, мы чего-то не вспоминаем. Если это метла, то вам выпадает, то это, скорее всего, вам предлагается что-то не вспоминать. Ну а насколько прежняя какая-то история руководит или давлеет над вами, это решает каждый из вас. Аркан собака. Здесь уже новый путь. Вот правда, у вас есть, мои дорогие любимые скорпионы, есть тот человек, который вам готов прийти на помощь. По шестерке пентаклей это как высшие силы нам помогают. Может быть, высшие силы через руками, точнее, тех людей, на кого мы даже не подозревали. Такое может проигрываться по шестерке пентаклей, что есть люди, которые нам могут и словом дельным, советом помочь, но могут и выручить буквально деньгами. У кого-то банально приходят деньги, но я так больше вижу все же у нас аркан собака. Это есть те отношения, которые могут и должны быть продолжены. Но если вот как с учетом аркана метла, то, что я говорила, да, правда, ведь из прошлого те люди, которых мы знали долгое время, ну, кто знает, с новым пониманием, или когда человек, может быть, или вы сами хотите эту дружбу перевести на новый уровень. И ваше, может быть, участие или помощь кому-то, я такое тоже не могу отрицать. Но тогда помните, нулевой аркан, да, это вдохновение, это воодушевление, но и одновременно ты не должен оступиться. Смотри буквально под ноги, подмечай все то, что происходит вокруг тебя, потому что по нулевому аркану это действительно новый жизненный этап. Но опыта у нас еще пока нет, нам еще только его предстоит отстроить, а прежний опыт, он уже ушел. Мы в реальность что-то из прошлого не перенесем, нам придется как-то по-новому взаимодействовать с людьми или, может быть, по-новому отстраивать собственное благополучие. Давайте узнаем, каковы неожиданности. Шикарно, десятка чаш. Может быть, для вас, мои дорогие скорпионы, и планетарно так оно тоже, сам по себе период дает возможность перезагрузки, причем такой спокойной, когда возле вас должен быть тот человек, которому вы доверяете, в котором вы не сомневаетесь, и, может быть, и как новые отношения у кого-то так проиграются. И неважно, какая была прежде история, но, может быть, есть еще что-то из прошлого, что вам нужно именно расставить по местам или поставить какую-то абсолютную точку, чтобы вас это вот не тянуло одновременно и вправо, и влево. Может быть, и выбор какой-то, который затянулся, у кого-то ведь и так может проиграться, но тем не менее какие-то приятные события, если мы говорим про неожиданности, может быть и признание в любви, или завершение какого-то дела, вопроса, или желание из вашей дружбы создать пару и сделать это законодательно, может быть и так, создать буквально семью, или в неожиданностях добрые какие-то сведения от ваших родственников, далеких, или от ваших близких людей. В любом случае положительная карта, поэтому неожиданности какие-то со знаком плюс. Давайте посмотрим ваши достижения. Шестой старший аркан — влюбленные достижения. И в этой колоде, посмотрите, руки перевязывает красная лента, как бы соединяет, скрепляет. И кто знает, может быть, по документам действительно кто-то соберется оформить отношения. Но это, безусловно, еще и карта выбора. И нам сказали, выбор за вами. Опять же, развилка у вас третий раз, как будто карты повторяют, что выбор, он присутствует в вашей жизни. И сколько его не откладывай на потом, но мы, наверное, более уверены становимся. Или жизнь наша в более правильном контексте продолжается. Мы тогда уже знаем, в каком направлении мы прикладываем наши усилия. Уходит тогда двойственность. И вот, может быть, с этой двойственностью вам как раз и нужно разобраться. Может быть, это у кого-то проигрываются вопросы финансов или документов, но для кого-то это будет напрямую касаться личной жизни или выборов, может быть, партнера по работе, к примеру, по вашему бизнесу, вот такой занятости. Учиться придется, это правда, потому что принцесса Пентаклей — прилежная ученица. Пусть это на личную жизнь у кого-то может проиграться, к примеру, как вопросы, связанные с детьми, а для кого-то это когда мы учимся правильно
отстраивать нашу концепцию счастья, мои дорогие. И не важно, сколько вам лет, и не важно, сколько лет вы вместе в браке. Видимо, события внешние, они для нас тоже какие-то новости приносят. И понимать, что, ну да, даже в личной жизни, я думаю, люди семейные со мной согласятся, это тоже работа. Работать над личной жизнью или личными отношениями, вопросы семьи, вопросы, связанные с детьми. Увы, работа, даже быт, это где-то работа. Но еще и принять во внимание то, что вокруг-то нас тоже происходят перемены. И поэтому с учетом этих перемен, может быть, и для себя какую-то новую концепцию вынести даже в те отношения, которые они у вас, ну, где-то, может быть, и подувяли. Такое я тоже могу предположить. Но в конечном итоге быть счастливым, мои дорогие, для этого есть все возможности. И если нужно что-то скорректировать, если нужно чему-то научиться, а для кого-то из вас, может быть, как новое знакомство, вы пошли куда-то учиться и буквально в том месте, пусть это даже онлайн, можно и онлайн приметить человека, проходя курсы, какой-то он и интересный. Хотя принцесса Пентаклей больше нам говорит, что мы тут финансовую грамотность какую-то изучаем, и у кого-то может напрямую так проиграться, когда вы в свободное время, все свободное время уделяете внимание тому, чтобы новую какую-то стратегию, тактику по части финансов, и обе карты нам об этом говорят, пытаетесь разработать, потому что не должно быть ошибки. Или направо, или налево надо выбирать, а выбор сложный, и поэтому вы пытаетесь себе проложить какой-то более надежный фарватер. Вот не, у каждого здесь по-своему, но для тех, кто хочет быть счастливым, он обязательно будет. Давайте посмотрим карта совет. Не надевать розовых очков, определенно смысл есть, принцесса мечей. Вам нужно как в 3D измерении. И прообраз это медуза Горгоны, которая пострадала из-за своей доверчивости и наивности. Поэтому тут нужно как зрить буквально в пространство на пару шагов вперед, а вы люди интуитивные. Карта будет говорить о том, что у тебя есть опыт, сын ошибок трудных, и это не значит, что мы вспоминаем этот опыт и опять что-то там переосмысляем. Нет, мы оставляем конкретно ситуацию, в которую не должны попасть сейчас. И все контролируй в дне сегодняшнем. То есть вот 3D, да, прошлое, день сегодняшний, и вот эта подзорная труба, куда смотрит принцесса мечей. Ты тоже на пару шагов вперед должен быть таким вот прозорливым и внимательным, или предвидеть. И поэтому, может быть, есть эта учеба. Есть уже, всегда нам говорят по аркану влюбленные, сепарация – это иллюзия. Значит, есть какие-то отношения, которые могут и должны быть продолжены. Ну и в личной жизни тут тоже как бы на кону счастье. Но как и контролировать свое собственное счастье, не дать возможности его разрушить, ни самому себе, ни другим, может быть и так. И если есть завистливые люди или какие-то ненужные советы вам дают, тут именно вы что-то решаете, мои дорогие скорпионы. Возможно, какую-то информацию с учетом принцессы мечей вам нужно перепроверять или рассматривать некоторые контакты с людьми тоже весьма осторожно, потому что всегда аркан говорит: доверяй, но перепроверяй. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.